görmediğimiz yerde kalmak içime sinmiyor. Kızım, Bu yağmur pek dinecek gibi görünmüyor. her şey mi ters gider? Çok da kötü değil. Sadece ikimiz. Kulübe, sen, ben, Yağmur. Baran Ağa'yla Dilan gelin bir kulübede mahsur kalmışlar. Çok iyi bir fırsat geçti elimize. İyi ki senin karınım. Seninle olduğum için ben çok şanslı bir kadınım. Asıl ben çok şanslı bir adamım. Çünkü dünyanın en harika kadınına aşığım. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Что произойдет в хижине, где заперты Дилан и Баран? Будут ли романтические моменты, как предсказывал Берон? Откажется ли Берфин от брака с Акифом? Узнает ли Акиф, что Селин разговаривала с Берфином? Что сделает Берфин, когда увидит перед собой Гэжу Хаджер? Устроит ли госпожа Хаджер ловушку для Берана и Дилана? Выяснится ли, что госпожа Хасиби предательница? Сможет ли госпожа Хаджер отомстить так, как она того пожелает, и забрать с собой внука и дочь? От кого Дилан в страхе убегает? Кто придет в избу? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Хаджер Ханем не смогла добраться до хижины, где остановились Баран и Дилан, но Хаджер Ханем, которая думает, что все зависит от нее, пока Баран и Дилан не сбегут из хижины, будет поймана людьми Барана и все ее планы мести будут сорваны, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Когда машина не заводится, Дилан и Баран начинают искать место для ночлега в лесу, потому что они далеко и погодные условия не подходят, и находят небольшую хижину, чтобы спастись. Даже если Дилан не захочет оставаться здесь, Берон убедит его, сказав, что у нас нет другого выбора. Тогда это создаст романтическую атмосферу, позволяющую насладиться моментом. Несмотря на то, что Дилану не по себе, он влюбится в Барана, и у них будет очень теплый и романтический вечер. Берон переживет моменты, полные любви и привязанности с Диланом, как он и сказал. Хотя Берфин очень удивлен тем, что сказала Селин, он хочет отложить ее мечту о браке с Акифом на полку, чтобы Ипек не оставила отца. Все приготовления к свадьбе прервутся, когда он сильно расстроится из-за обидных слов, сказанных Селин, и согласится. Основная цель Селин состоит в том, чтобы она не хотела, чтобы Акиф женился на ком-то другом. Потому что он все еще любит ее и влюблен в нее, но поскольку возврата нет, он хочет использовать ее дочь Ипек. Поскольку Акиф и госпожа Айхан знают об этом, они какое-то время будут скрывать это, потому что боятся, что он заговорит с Берфином, но когда Берфин внезапно передумает, они заподозрят это и попытаются выяснить это. Так что Акиф не откажется от своей любви легко и скажет Берфину, что у Барана и Дилана есть поддержка в этом отношении. Берфин, который пытается вернуться в особняк, думая о своих разговорах с Селин, будет очень удивлен, когда она внезапно появится перед ним и назовет его «моя дочь». Затем, не дав мягкой реакции, как ожидала госпожа Хаджер, он скажет ей держаться от него подальше, сказав, что он очень плохой человек и что это не может быть моя мать. Когда госпожа Хасер не получит от Берфина того внимания, которого, по ее мнению, она заслуживает, она очень разозлится и еще больше разозлится на Баранов. Он увидит в них виновников всего произошедшего и будет честолюбиво пытаться спланировать месть. Он позвонит Гэже Хасибе, узнает, что они заперты в хижине, и приведет план в действие. Но сначала он подумает о том, чтобы позаботиться о Баране и Дилане после того, как привезет из особняка своего внука Умута из Хасиби. «Пойдем со мной в Берфин, дочь моя. Карабеи, как всегда, натворили нам зла и развалили нашу семью. Пойдем, вместе построим жизнь, вместе воспитаем твоего племянника Умута», он расскажет. Берфин обязательно скажет, что она не хочет идти с ним, и попросит держаться подальше от нее и Умута. Когда госпожа Хаджер поймет, что Берфин не придет, она попросит Хасиби привести к ней Умута. Пока госпожа Хасиби готовит Умут и готовится покинуть особняк, чтобы передать его Гэже Хаджер, госпожа Азади следует за ней, потому что она сомневается в ней, и поймает ее, когда она собирается выйти из двери особняка.
Она заберет младенца Умута из рук госпожи Хасиби, будет ругаться и злиться, спрашивая, что, по-твоему, ты делаешь. Когда господин Кудрет, услышавший их голоса, придет к ним и спросит, что произошло, Гэже Хасиби придется рассказать им, что произошло. Когда господин Кудрет позвонит Акифу и расскажет ему о ситуации, Акиф немедленно придет в особняк и использует Гэжу Хасиби, чтобы устроить ловушку для Гэжи Хаджер и обратить вспять ловушку, которую он установил. С мыслью о том, что она воссоединится со своим внуком, госпожа Хаджер договорится с Гэжой Хасиби, определит место и приедет туда. Акиф и его друзья-полицейские займут позицию заранее и тайно будут ждать прибытия Хаджер Ханем, чтобы поймать его. Пока Дилан остается в хижине, Берану будет не по себе, когда он выйдет и останется один. Когда он увидит тень, падающую на занавеску, он очень испугается и сразу же спрячется. Дилан Беран, не знающая, кто придет, молча спрячется в укромном уголке, опасаясь, что ей причинен какой-либо вред. Затем, когда дверь откроется и войдет хозяин тени, он оглянется вокруг и окликнет Дилана, который поймет, что хозяин тени, Баран, выйдет и расскажет, как он напуган и что это чужой человек. Пока Беран обнимает его и успокаивает, он извиняется за то, что так его напугал. Как только наступит утро, они отправятся в путь как можно скорее, вызовут механика, чтобы тот посмотрел машину, и подождут рядом с ним. Когда они вернутся в особняк, как только у них появится машина, они будут очень удивлены, узнав, что произошло. Как вы думаете, госпожу Хаджер поймают? Сможет ли Акиф убедить Берфин, что он не уйдет и не откажется от нее? Простит ли Баран предательство Гэжи Хасиби? Будет ли Миран волноваться, когда Беран и Дилан не придут в особняк? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.